17 февраля 2000 года в публичную продажу поступила Windows 2000. Это буквально 25 лет назад. Что еще происходило в 2000 году? Вышла новая Nokia 3310, ставшая абсолютным бестселлером и в дальнейшем частью массовой культуры начала нулевых. Пронеслась проблема 2000 года, сильно пугавшая народ и корпоративный сектор, но кошмара так и не произошло. Компания Track Technology представила миру настоящий USB-накопитель объемом 8 мегабайт и с ценником в $50 и много чего еще. Подумать только, что флешкам тоже исполняется 25 лет, несмотря на тот факт, что первый патент на подобное устройство был подан годом ранее. Но мы сейчас не об этом. Наступило новое тысячелетие, и яркое его начало было не только в мире мобильных телефонов, коммуникаций и оборудования, но и в плане операционных систем. 2000 год известен появлением первой публичной бета-версии macOS X с совершенно новым дизайном Aqua, появлением первой версии Red Hat Enterprise Linux на основе CentOS, выпуском финальной операционки семейства Windows 9X под названием Windows Millennium. И тогда еще никто не знал, как все это обернется, и самое главное, выходом Windows 2000, прямым продолжением Windows NT 4.0, все с такой же целевой аудиторией – корпоративный и бизнес-сегмент. Кстати, забавный момент. Публичная бета-версия macOS X вышла 13 сентября 2000 года, в то время как Windows Millennium вышла на день позже, 14 сентября. Хотя между RTM-релизом и общей доступностью потребителю есть разница, я сказал это так, чисто на подумать. Даже интересно, что вам больше по душе, красивая macOS X или же профессиональный Windows 2000? Мне кажется, многие отдадут предпочтение первому. Хотя все возможно, ждем ваших мнений. А в этом же видео мы проведем исторический экскурс по Windows 2000, кратко поясним, каким было развитие системы в плане бета-сборок, рассмотрим различия между редакциями, обратим внимание на главные изменения и так далее. Ура! Очередной технический душный выпуск! Оставайтесь с нами, берите себе чай, будет очень интересно и увлекательно. Разработка Windows 2000 началась еще задолго до выпуска Windows 98, Millennium и наступления 2000 года. Первые сборки датируются аж 1997 годом под видом Windows NT 5.0. Да, как уже было сказано ранее, это прямое продолжение 4-й NT. 17 марта 1997 года выходит первая известная сборка – Build 1515. В этом билде целиком содержится легендарный Windows Desktop Update в виде панели быстрого запуска, Internet Explorer 4.0, Active Desktop и улучшенного проводника. Кроме всего этого, было перенесено множество нововведений Windows 95 и наработок закрытого проекта Cairo, поддержка FAT32, Plug and Play и Windows Scripting Host. Также появляется возможность выставить цветовой градиент заголовка окна, ранняя версия Microsoft Management Console с набросками утилит, огромное количество мелочных изменений интерфейса и первое упоминание Windows Installer в виде Microsoft Install Server. Если кто не понял, то, кратко говоря, здесь появились наработки общего установщика программ и их дистрибуции в формате .msi. Вы с огромной вероятностью могли сталкиваться с таким окном. И пасхалок, кстати, тут тоже достаточно. Если зайти в MMC и нажать «Совет дня», то вам представит отсылку на старый Word в виде «Не бегайте с ножницами! Неужели вы ничему не научились с советами из Word?» А внутри файла setupds.exe будет вот такое интересное изображение. Как многие могли заметить, на панели задач присутствует кнопка «Свернуть все окна», не ярлыком в панели быстрого доступа, а прям отдельной кнопкой в правом нижнем углу экрана, возле часов. Появление и исчезновение этой фичи было буквально неоднократным. Вероятно, за кнопку шли огромные бои внутри компании. В конечном итоге кнопка была добавлена в релиз только 12 лет спустя, с выходом Windows 7. 9 сентября 1997 проект дорастает до бета-1, где добавляется функция полного обновления с Windows 95, частично переработанный дизайн установщика и новый звук запуска.
через 2 месяца, если опираться на внутренние документы компании, среди сотрудников происходит размышление касательно окончательного названия будущей версии системы. Была поставлена цель найти основное мейнстримное название, ведь NT 5.0 Workstation отражала высококлассную, мощную операционку, а не как бизнес-решение. Нужно угодить как системным администраторам, так и бизнесу. По документу вышло 5 названий. Windows NT Workstation 5.0, Windows NT Client 5.0, Windows NT Desktop 5.0, Windows NT 5.0 и Windows 99 2000. Как уже можно догадаться, в Microsoft остановились на последнем и шли к этому постепенно. В марте 1998 года выходит Interim Developers Release, своего рода перерывчик небольшой между первой и второй. Неясно, зачем это было сделано, но смотря на халтуру в брендинге и не до конца доделанном дизайне установщика, да, установщик снова поменялся, вы не поверите, тут появляется 2 варианта. Либо они где-то сильно накосячили, либо решили исправить накопившиеся ошибки. В конце лета 98-го официально представляется бета 2, и здесь уже все плюс-минус отлично. Оформление, корректный брендинг NT 5.0, экран загрузки и в целом user space. Казалось бы, все дизайнеры рисовали брендинг под NT 5.0, но 27 октября того же года Microsoft официально объявила об окончательном названии – Windows 2000. Интересно, а штатные дизайнеры Microsoft тех лет заранее знали об изменениях? Надеюсь, что да. Хотя будет забавно, если это видео найдет кто-то из бывших работников Microsoft и прокомментирует его, или же даст как-то об этом знать. Со временем, весной 99 года выходит бета 3, и OS начала приобретать окончательный дизайн. В июле того же года это все доходит до релиз-кандидатов, 1, 2, 3, а дальше уже и рассказывать нет смысла. Самое время перейти к подписке на мой канал для поддержки автора и, конечно же, разбору редакций. Для Windows 2000 вышло 4 основных издания, судя по их названию, можно сразу понять, на что ориентировалась система. Windows 2000 Server – это самая обычная серверная версия. Она поддерживала до 4 процессоров одновременно и максимум могла работать с 4 гигабайтами АЗУ. Использовали ее, как вы могли догадаться из названия, в серверах. Также на основе этой редакции было создано 2 подверсии – Small Business Server 2000 и Back Office Server 2000, которые уже использовали в менее масштабных целях. Windows 2000 Advanced Server, так скажем, это улучшенная версия предыдущей редакции. Рассчитывалась она уже на средний и крупный бизнес и имела соответствующие пределы своей работы, а именно 8 процессоров и 8 гигабайт оперативной памяти. Вы спросите, а как так возможно? Максимальный объем 8 гигабайт АЗУ, а система-то 32-битная? Advanced Server поддерживал расширение физических адресов памяти, или же кратко PAE. PAE, как технология, появилась в 1995 году с выходом Pentium Pro, и учитывая, как это все работало, получается, компьютер становился 36-битным? Поясните, если кто-то знает это лучше. Windows 2000 Data Center Server. Если Advanced Server был лучше, то это вообще какой-то тяжелый люкс. Кластеризация, лимиты в 32 процессора и 32 гигабайта АЗУ. И рассчитывалось это все на очень большие бизнесы и высоконагруженные системы. С тем же PAE, кстати, получалось расширять лимит поддержки АЗУ до 64 гигабайт. Однако одно приложение может максимум адресовать только 4 гигабайта. Окей, все сервера до сервера, а для домашних что-нибудь будет-то? Конечно, Windows Millennium, ладно, шучу. И Windows 2000 Professional. Официальная редакция для совершенно обычных рабочих станций, либо уверенных профессионалов, таких как мы. Наверное. Серверные инструменты, само собой, здесь отсутствовали, ведь зачем они тут нужны? Компанией еще планировался выпуск 64-битный Windows 2000 для процессоров Itanium, но позже эта задумка была перенесена, и первый 64-битный Windows стал XP. Было бы, кстати, очень круто рассмотреть содержание официального коробочного издания, но, увы, на момент съемок оно ко мне еще не приехало, поэтому я покажу это уже отдельно, в своем телеграм-канале, если кому-то интересно. Настал момент установки системы.
Наш образ весит всего лишь каких-то 383 мегабайта. Как обычно, здесь два так называемых уровня установки – текстовая и графическая. Текстовая установка начинает свою работу с файла setup.ldr.bin, производя загрузку драйверов устройств и подготовку к запуску основной текстовой программы установки в виде smss.exe. В Windows NT 4.0 мы могли выбрать конфигурацию ПК, дисплея и клавиатуры, но в 2000-й это решили за тебя. Однако, если у вас очень сильно чешутся руки каким-то образом установить систему на 486, то перед моментом загрузки драйверов устройств в текстовом режиме нажмите F5 до появления списка с выбором компьютера. Графическая по сравнению с прошлой версией также подверглась изменениям, начиная с фона и заканчивая дизайном этапов. Появилась возможность запускать командную строку во время установки с сочетанием клавиш Shift F10. Вся базовая настройка уже происходит внутри окна инсталлера, а не с запуском прям отдельных инструментов. И если вы ждали появления первоначальной настройки, то тут такого не будет. Вас встретит мастер сетевой идентификации, и он вам сделает автовход. Все. Окей, первый вход уже есть. Виртуальных драйверов пока нет, это дело поправимое. Самое время узнать, какие глобальные нововведения система привнесла своим пользователям по сравнению с NT 4. Начнем с новой версии файловой системы NTFS 3.0. Квоты, расширенная настройка доступа к файлам, EFS и шифрование. Далее идет поддержка FAT32, новые драйверы USB принтеров и инструкции SSE SSE2, а с SP4 устройств класса USB 2.0 и SSE 3. При вставленном устройстве класса USB в трее показывается аплет со списком подключенных внешних устройств и возможностью их безопасного извлечения. Множество новых приложений для людей с ограниченными возможностями, среди которых есть экранная клавиатура. И тут есть что сказать. Это компонент системы, который был создан не Microsoft. В оригинале экранная клавиатура является программой Screen Door Slide от компании Madenta из 1998 года. Здесь упоминание компании-разработчика присутствует, а с выходом XP это было почему-то убрано. Отдельно эту программу практически нигде не найти в интернете, и информации о ней мало, даже на Archive.org. И Windows File Protection – возможность автоматической перезагрузки после синего экрана, поддержка мультиязычности, новые инструменты системного администрирования в виде WMI и улучшенные групповые политики. И самое главное, поддержка Active Directory, технология от компании Microsoft, позволяющая объединить различные объекты сети по типу ПК, принтеров и серверов в единую локальную инфраструктуру. Если сделать из ПК сервер управления Active Directory или же контроллер домена и присоединить к ним устройство, то можно создавать учетные записи на контроллере домена и использовать их дистанционно на любом компьютере, подключенному к этому домену. Также возможно применять определенные групповые политики одному или всему парку компьютеров, раскидать какие-нибудь ярлыки или сделать единую общую папку. Это буквально не вставая с кресла своего основного компа и не делая однотипные действия вручную с целым этим парком. Сейчас настал момент для исторических целей зафиксировать самые последние и оптимальные версии софта, которые могут заработать Windows 2000 SP4. Нет, здесь не будет какого-либо выживания, а просто запечатление истории со своей точки зрения. Начнем с файловых менеджеров. Просмотр файлов обеспечит вам самый последний на 2025 год Total Commander 11.51. А если нужно будет что-то быстро найти, да еще и с сильной фильтрацией, вам может помочь Everything 1.4.1, выпущенный в 2020. Хотя к нему заявляется минимальная поддержка в виде XP, но исправно работает и здесь. Кратко, быстро и, в принципе, содержательно. Настало время тыкалок интернетиков, браузеров. Стоит понимать, что последние версии браузеров под Win2K без каких-либо дополнений или изменений уже практически никак не обеспечат адекватную прогулку по вебу, но упомянуть их так и необходимо. Последней версией Opera считается 12.02, вышедшая в августе 2012 года. Почти 13 лет назад. Еще прям та самая Opera. Немного скучаю по такому интерфейсу, конечно. Он чутка не такой, как в 9.6, но тоже очень приятный. Естественно, современный HTTPS ей уже не особо по зубам.
Лиса продержалась меньше. Последний Mozilla Firefox здесь является 12-я версия, увидевшая свет в апреле 2012-го. А вот его форк, Pale Moon, продержался куда дольше, аж до версии 26.5 от, внимания, апреля 2018 года. Недурно. Chameleon браузер остановился на версии 74 от 2014 года. Как можно понять, с браузерами все очень не густо. Chrome официально не поддерживал 2000-ю, а про Supermium тут буквально можно забыть. Официально он не поддерживается, хотя разработчики планируют внедрить поддержку. Но когда это будет, одной команде известно. И завершает эту категорию Internet Explorer. Для кого-то это легендарная программа для скачивания других браузеров. Остановился на версии 6 SP1. Теперь подумайте и напишите в комментариях, что бы вы из этого списка выбрали. А как насчет послушать музыку или посмотреть видео? Да запросто! В то время подобные программы пользовались сильным спросом из-за огромного распространения CD и DVD дисков и слаборазвитого интернета. Следовательно, для этих целей софта было создано очень много, но оставим упоминание только о самых популярных. Официальный плеер от мелкомягеньких, прошу заметить, с функцией музыкального автомата, остановился на 9-й версии от 2002 года. Winamp 5.62 и VLC 1.1.11 также отлично себя показывают. Хотите посмотреть видео, но стандартный плеер от Microsoft и VLC никак не нравится? Можно попробовать Media Player Classic версии 1.3.1249 от 2009 года. Только вот появляется вопрос кодеков. Надо же как-то с комфортом что-нибудь здесь посмотреть. И Collide Codec Pack решает проблему. Оптимальная версия пакета кодеков здесь 7.10, прямиком из 2011 года. С ней и H264 по зубам, и МКВ с MP4. H.265, само собой, уже нет. И если однажды у вас появится желание отредактировать фотографию, порисовать или же как-то заняться творчеством, то в этом вам помогут Photoshop CS2, Paint.NET 2.72 и GIMP 2.2.10. В случае с видео, добро пожаловать в 7-й Vegas. Написать свою дипломную работу или поработать с документами в таких условиях, вы не поверите, задача вполне реальная. Офисный пакет от Microsoft официально остановился на релизе Office 2003. Из опенсорсных решений можно обратить внимание на OpenOffice 3.2 и его сына LibreOffice 3.6.3. Несмотря на общую старость системы на момент выхода видео, возможность общения, на удивление, никто не отменял. Нет, скайпа тут не будет. Лучший файлообменник прекратил работу всех своих старых клиентов еще в 2017-м. Любителям ICQ, сидящие через кастомные сервера, и самый популярный представитель, по моему мнению, является KICQ, и это не реклама, могу предложить версию 5.1. А если кто-то использует кастомные сервера на основе MSN, то последним MSN мессенджером у нас вышел 4.6. Discord работает совершенно исправно. Конечно, клиент неофициальный, но вполне кайфовый. Сервера, чаты, вложения, упоминания, уведомления, личка. Я об этом рассказывал в своем шортс, если кто-то следит за рубрикой коротких роликов. И не только в шортсах. Недавно я писал, что все это чудо начало поддерживать Windows 95-98, приложив при этом свои скриншоты. И их охват просто достиг немыслимых масштабов. Крупные телеграм-каналы, TikTok, онлайнер, Хабр и много где еще. Это просто невероятно. Браво! Последнее обновление софта произошло 2 февраля 2025 года. И это не шутка. Проект доступен на гитхабе. Любители пообщаться через IRC могут пообщаться в MIRC 6.35. Как видите, это были программы, позволяющие общаться в чатах только текстом или вложениями. А что насчет голосовых посиделок? Такого, увы, уже просто не осталось. Можно было бы упомянуть TeamSpeak, но его последняя совместимая версия устарела и отвергается большинством серверов. Нет смысла. Настало время архиваторов. Что тогда, что сейчас, без этих друзей буквально никуда. И здесь есть старые версии многих популярных представителей. Легендарный WinRAR остановился на версии 4.11, выпущенной в 2012 году.
WinZip. Вот эту программу на просторах СНГ я мало где видел, однако популярность таки имела, поэтому упомянуть труда не составит. Версия 14.5 от 2010 года завершает поддержку Win2K. 7zip. А это уже open-source вариант, причем популярный и по сей день работающий здесь. Версия 24.09. Что было по обновлениям? Ведь после релиза разработчики должны держать руку на пульсе и оперативно исправлять ошибки и возможные уязвимости своего детища. Было выпущено 4 сервис-пака и 2 коллекции патчей, или же Update Rollup. Последний сервис-пак вышел в июне 2003, а коллекция патчей в сентябре 2005. Microsoft изначально собиралась выпустить 5 пакетов обновлений, но потом планы внезапно поменялись, и вместо него выпустили Update Rollup 1 для SP4. Update Rollup устраняли наиболее значимые проблемы в безопасности и прочие подобные моменты. К слову о сервис-паках. В 2004 году происходит любопытная история. В интернет попадают исходники Windows 2000. 12 февраля 2004 становится известно об утечке части исходников и их распространении в формате архива. При анализе утечки пришли к выводу, что они относятся к Windows 2000 SP1. И появились подозрения о том, что они были унесены человеком, имеющим доступ к исходникам частей Windows. В краш-дампах были найдены адреса сотрудников Mainsoft, занимавшихся на то время переносом Internet Explorer на Unix-системы. Практически сразу после утечки в браузере обнаружили уязвимость. Прекращение официальной поддержки со стороны производителей софта – это не приговор. Есть дополнение, позволяющее хоть как-то запускать программы из новой версии Windows, например, Kernel X. Расширение ядра и связанных с ним библиотек, позволяющее запускать некоторые программы, технически рассчитанные на XP, Vista и выше. Подобный апгрейд позволяет дополнить API и точки входа DLL объектов таким образом, что люди смогли запустить и Office 2007, и Windows Media Player 11. А кто-то пошел дальше и запустил Chromium и Supermium, просто потому что почему бы и нет? Если вам очень интересно посмотреть на мои приключения с этим дополнением и последующее тестирование программ, то ставьте 5000 лайков, подписывайтесь на канал и дайте об этом знать в комментариях. А что по поддержке? Официальная основная поддержка системы осуществлялась до 30 июня 2005, расширенная проводилась до 30 июня 2010. В 2025 году обновление можно установить через сервисы Windows Update Restored или Legacy Update. Обновление от 2025 года оно, конечно же, вам не даст, но вы сможете по желанию апгрейднуться до последней официальной заплатки. Такие дела. И что в итоге? Как вывод из всего показанного ранее исследования, по поводу оптимальной версии программ могу сказать, что большая часть сторонних разработчиков бросила 2000-ю практически сразу после завершения основной поддержки в 2005-м. Безусловно, существовали программы, которые держались и до 2008 и до 2011 года, но спрос на такое, естественно, у них был все меньше и меньше. По системе можно сказать, что она практически прошла незаметно для потребителей. Win2K не особо успел удержать внимание прессы после оглушительного выхода Millennium. Ведь действительно, эта операционка позиционировалась больше на профессиональных юзеров, нежели на домашних. В 2001 году выходит Windows XP, и про весь Windows 9X, и про Windows 2000 просто забывают. Своего рода мимолетное явление. Каково ваше мнение? Чем вас эта система могла зацепить, если вы ей пользовались, а чем, наоборот, сильно расстроить? Пишите об этом в комментариях. А на этом пока все. Вот такой выпуск у нас получился. Ставьте лайки, делитесь видео и подписывайтесь на канал. Давайте вместе достигнем 150 тысяч подписчиков. Спасибо за просмотр и благодарю людей, поддержавших канал финансово. До новых встреч и прекрасного вам настроения, дорогие друзья!